Здравствуйте. Ну, а сейчас мы поговорим о таком знаке, как Водолей. Один из моих самых любимых знаков, честно вам скажу. Стихия воздух, всегда легкие, поэтому я их очень люблю. Ну и плюс я, скажем так, тоже по лунному календарю я Водолей. Так вот, покровитель у нас планеты какие? Это у нас две сразу планеты. Это у нас Сатурн и Уран. Если мы обратим внимание на Сатурн, довольно такая мощная, сильная планета. То есть это и люди такие же, сильной волей и к стремлению. То есть именно стремятся куда-то. На самой планете есть определенный изъян, если вы видели, да, такое шикарное пятно газовое, которое, я думаю, все об этом знают, то есть и, наверное, всегда так рисуется. Так вот, эти люди, они не боятся показывать свои изъяны на самом деле. То есть они показывают, притом относятся к этому легко. Но знаете, они относятся легко. Но не дай бог вы об этом скажете. То есть здесь нужно быть аккуратными. Очень хорошо подбирать к этим людям свой подход. Это одно. Второе, это у нас то, что легкость у них такая. Да? Они в любой компании, они могут становиться у нас вот звездами. Они себя везде чувствуют хорошо, очень легко в любую новую компанию входят, очень легко начинают дружить. Но потом перебирают, они могут набрать целую кучу друзей, но потом перебирают и постепенно всех отсеивают. Кто не подходит, кто что-то не так делает, то есть кто не нравится. Потому что вы знаете, есть и довольно тяжелые люди, да, то есть здесь идет у нас так интересный отбор. Компанейские очень. Очень легко влюбляются. И им всегда кажется, что это один раз и на всю жизнь. Очень легко. Это больше, наверное, относится к мужчинам, я бы сказала. Очень сексуально они притягивают, они умеют притягивать, опять же, своей легкостью они притягивают. Сказать, что они идеальные семьянины, я бы, наверное, так не сказала. Здесь бывают проблемки достаточно часто, и опять же из-за того, что они легкие на подъем, то есть не каждый знак именно это приемлет. И вот детей они своих любят, да, но как-то они к ним относятся как не к маленьким там, да, что, а именно уже сразу как взрослым. То есть они считают, что дети приходят в этот мир уже взрослыми людьми. Я повторю, что это мое видение. То есть как я с такими знаками сталкивалась и какой я вывод к этому привела. Что еще? Вот если мы берем немножко другую сторону, так вы знаете, что там у нас две планеты, другая сторона это более такая таинственная сторона. То есть Уран мы если берем, это таинственный достаточно, таинственная планета. И поэтому и здесь тоже есть от него влияние. Какое? Они очень склонны к мистицизму. Легко вообще в это входят, то есть они себя там чувствуют как рыба в воде. Им бывает некомфортно с теми, кто знает больше их. Они учатся, они легко учатся, то есть они действительно двигаются весьма неплохо в этом плане. Но если кто-то знает больше их, они немножко отходят так на задний план в этом смысле. Что еще? Они знают себе цену. Они могут говорить, то есть самокритика у них развита очень даже. Но при этом они вот будут говорить, что вот у меня то-то не так, это не так, не жаловаться ни в коем случае. Нет, они просто будут рассказывать, как бы делиться, что это не так, то не так, да, но все-таки, если вы скажете, попытаетесь показать им их ошибки, они вас выслушают, но они не примут эту критику, потому что у них я тоже очень развита. Вот я бы сказала, это, наверное, те люди, с которыми я сталкивалась. И действительно, то есть люди, для меня они очень легкие. С ними легко общаться, то есть на любую тему. Они могут поддержать разговор в любой теме. Они берут от всего понемногу, то есть у них есть развитый интерес, то есть они не идут в одном направлении, они всегда куда-то стремятся. Они очень легко начинают заниматься бизнесом. Но может интерес пропасть. То есть у некоторых знаков, то есть я смотрела, да, доходит до определенного момента, пропадает интерес. Но знаете почему? Потому что если они не видят результата, полноценного результата и именно денежного. Деньги любят, да. Ну, это, наверное, все знаки деньги любят. Но они очень легко также с ними расстаются и любят дарить подарки. Они раздают их направо и налево. Особенности, если им человек вот, очень нравится. Тогда подарками будет осыпать вот просто без остановки. И при этом не требовать ничего назад. Вот так вот. То есть это такой, ну, интересный знак, пушистый для меня. Воздушный, пушистый, достаточно легкий. Вот, наверное, из них очень хорошие, я бы сказала, путешественники. Вот такие первооткрыватели тоже из них неплохие.
И, кстати, сколько я водолеев встречала, они очень красивые люди. Вот от них идет свет какой-то такой внутренний, да, они очень красивые люди. Вот, но это, опять же, мое видение этого знака. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о моих эфирах, чтобы приходили оповещения о моих каких-то видео. Буду рада вас видеть. До свидания.